Всем привет, меня зовут Лина, и я работала водителем на тест-каре автопилота. И сейчас я хочу вместе с вами посмотреть видео одной известной очень блогерши в Америке, которая покаталась на такой машине, уже сделанной, которая ездит уже без водителя. Такие такси есть только в Сан-Франциско, и работала это абсолютно по тому же самому принципу, что и я сейчас работаю. Показывает, за что машины включен поворотник. Ну, чтобы он считывает Да. все. Здесь показывает на экране, что в машине включен поворотник. Окей, хорошо. Выпускает пешеход. Опа. Смотрите, что происходит. Здесь автопилот не пропустил пешехода. То есть он увидел какое-то движение, и так как девочка затормозила, он просто проехал дальше. То есть это первый минус. Машина не пропускает пешехода. А самое странное для меня, почему они все ржут над этим. По-моему, это страшно. Куда идти, там никого нет. Смотрите, по какой улице машина пытается объехать пробку. Такие узкие улицы предназначены в Америке для вывоза мусора, для каких-то машин, которые работают типа коммуникации, может быть, привоз каких-то там товаров. Такие очень узкие улицы. В основном в них прячутся бомжи. И там ничего хорошего вообще на этих улицах нет. И почему-то все время автопилот тебя пытается вести по этим дурацким улицам. Почему я это говорю? Потому что я как раз работала на том уровне, когда мы проходили вот эти дурацкие улицы, мы их проезжали. И на многих из них вообще нет проезда. То есть там могут валяться какие-то доски, деревья повалены, и там проезда иногда вообще не бывает. Это мне не очень нравится. Но здесь уже, слава богу, он пропустил пешехода. Просто заблокировал всю дорогу. Смотрите, робот перекрыл дорогу. Офигеть. Смотрите, что происходит. Во-первых, машина пересекает двойную сплошную линию. Если вы не знали, то в Америке разрешено пересекать двойную сплошную линию только если ты заезжаешь во двор, либо на заправку, либо на стоянку. Здесь же машина выезжает из прилегающей территории. То есть она выезжает из второстепенной улицы на главную. Так делать абсолютно нельзя. Но я знаю, почему это происходит, потому что водители, которые тестируют эти автопилоты, такие как я, например, такие же водители, но я так не делаю, они нарушают правила. То есть люди, которые нам простраивают карту, по которой мы должны ездить, они не совсем как бы видят знаки, правила, какие там сплошные линии и так далее. И поэтому это иногда может противоречить правилам дорожного движения. И водители просто едут по маршруту, им плевать, там, двойная сплошная, знак, вообще пофиг, разворачиваться нельзя, они все равно поедут, потому что лишь бы просто вот как-то криво-косо сделать свою работу, а как уже потом это будет работать, никого не волнует. И второй момент, который здесь происходит на видео, это машина перекрыла полностью две полосы движения. У меня просто нет слов, вот насколько это идиотская ситуация. То есть он выехал, здесь машины уже поехали, перекрыл полностью полосы и пытается вклиниться в левый ряд, который ему нужен. Это просто какой-то кошмар. Это просто полный кошмар. И вот это видео нам доказывает, что ездить на таких машинах с автопилотом еще небезопасно. То есть сейчас автопилот проходит такую программу тестирования, и она проходит именно на вас. Поэтому будьте очень осторожны. Я бы не советовала пользоваться автопилотом еще в течение, наверное, 5 лет. Берегите себя и пишите свое мнение в комментариях.